that was that tall. Они даже не верили, что мы сможем посеять в эти остатки кукурузы. That corn yielded about 14 tons per hectare the year before. В прошлом году эта кукуруза дала около 14 тонн с гектара урожайности. Remember, I have my plots where I compared tillage to no-till. Помните, я вам показывал участки, где я сравнивал обработанную почву с необработанной. The day I went out to do my spring tillage, I pulled up a corn stalk from the till plot and pulled up a corn stalk from the no-till plot. Вот весной я приходил и вытаскивал кукурузу с обработанного участка и с необработанного. Held the two stalks together. This is the picture. Я поставил их вместе и вот так вот сфотографировал. The tillage killed the soil biology. There is no processing of the roots. Механическая обработка, получается, погубила всю биоту, и она не перерабатывала корни. The no-till has an active soil biology, and the roots are cycling into the soil system. В ноутил биота была активной, и поэтому корни были переработаны, они вернулись в систему. Again, when I plant the crop in that heavy residue, the crop grows fine. The residue now is breaking down because of soil biology. И я провожу посев в растительные остатки, культура отлично растет, а растительные остатки это то, что питает мою биоту. This is comparing the tillage plot tilled every year with the chisel plow since 1981. Здесь участок, который обрабатывался чизелем каждый год с 1981 года. The other side is no-till since 1981 and cover crops since 2007. С другой стороны, ноутил с 1981 года и покровная культура на том же участке с 2007 года. Some people think you need to do tillage to cycle the residue. Некоторые говорят, что нужно периодически проводить механическую обработку для того, чтобы вернуть в почву растительные остатки. No, the tillage kills the soil biology, so the residue is still there. Я с этим категорически не согласен, потому что механическая обработка убивает биоту, и она не перерабатывает эти остатки. The no-till side with the cover crop has soil biology such that the residue is cycling to recycle the nutrients. На участке под ноутил есть микроорганизмы, там растет покровная культура, и микроорганизмы активно перерабатывают эти остатки. So immediately after harvest, I plant a cover crop. Сразу же после уборки я высеваю покровную культуру. That is a lot of corn residue from about 15 tons per hectare corn. Тут очень много остатков получается. Урожайность кукурузы была около 15 тонн. This is the next spring. Notice the residue is much less. The cover crop is growing. Peas, a legume. Это следующая весна. Видите, остатков уже меньше и растет покровная культура, горох, ну или другая бобовая. Again, this is a cover crop onto corn residue. This is the corn residue without a cover crop. This is no-till both. Здесь два участка ноутил, но на одном участке есть покровная культура, а на другом участке покровной культуры нет. So no-till by itself is sort of the first step. Сама по себе технология ноутил это как первый шаг. The living root from the cover crop feeds the soil system and gives you better soil health. Живые корни от покровных культур, они как бы кормят вашу систему и улучшают ее состояние. Yes, it digested and cycled the residue, but now my cover crop is going to grow more residue. В принципе, те растительные остатки, которые лежали на поверхности, были переработаны, однако у меня здесь растет покровная культура, которая даст еще остатки. And so I want to increase biological diversity in the field. И наша цель должна быть увеличить биологическое разнообразие в наших полях. I want to put new crops in the rotation. For my producers in Nebraska to grow corn and soybeans, there are many new crops available. Я всегда фермерам говорю, тем, которые выращивают кукурузу и сою, я говорю, что на самом деле на рынке продаются и другие семена. Some of you already produce perhaps 5 to 10 different crops. Возможно, некоторые из вас, из тех, кто находится сейчас в зале, выращивают уже от 5 до 10 культур.
But one of the things to consider is if you have livestock, put some forages in the rotation. Если у вас есть, например, животные, то задумайтесь о том, чтобы фуражные культуры также выращивать в севообороте. And if you don't have cover crop or don't have livestock, just use cover crops to get the living root. Если у вас нет животных, то выращивайте просто покровные культуры, чтобы в почве находились живые корни. Again, from my friend Ralph Dirks, a cover crop suppressing all the weeds. И фотография тоже сделана Рольфом Дерпшем. Покровная культура подавляет, давит все сорняки. There is no herbicide on that field. The cover is the weed control. На этом поле гербицид вообще не вносился, все сорняки были задавлены покровом. In the United States, a demonstration of a thin rated cover crop, a heavy rated cover crop, suppressing the weeds. Здесь мы проводили демонстрацию в США, где более плотный травостой покровной культуры, показывали, как плотность травостоя покровной культуры борется с сорняками. Notice the weeds in the gap between the two plots. Обратите внимание, между двумя участками, там, где ничего не растет, там растут сорняки. If you don't have something growing, Mother Nature will grow something to protect the soil. Если вы ничего не выращиваете, на этом месте что-то начнет выращивать природа, потому что природа стремится заполнить эту пустоту. Agrisoyas, I visited their farm in 2012. В 2012 году я был на ферме в Агросоюзе. With different cover crops, they left one opener of the drill plugged up, so there's no cover crop. Высевая покровные культуры, они заблокировали один сошник для того, чтобы вот оставить просто строчку. Notice where the cover crop was growing, there were no weeds, but where there was a no cover, weeds grew. Обратите внимание, что там, где есть покровная культура, там сорняков нет, а там, где был заблокированный сошник, там выросли сорняки. I would rather grow a cover crop, something I can control, than weeds, which are a pest. Я бы лучше выращивал покровные культуры, то есть то, что я могу контролировать, а не сорняки, которые, в принципе, считаются вредителями. But I have a lot of producers tell me they don't have enough water for the cover crop. Но, тем не менее, многие производители говорят мне, что у нас недостаточно влаги для того, чтобы выращивать покровную культуру. But any weed that's growing is going to use water, and it's going to produce seeds to be a pest next year. Но сорнякам-то хватает этой влаги, они же растут, а если растут сорняки, значит они могут дать семена, которые в следующем году, с которыми в следующем году придется бороться. Also, some producers remove the residue, and that increases evaporation, wasting water. Некоторые производители снимают, убирают полностью растительные остатки, и это приводит к очень большому расходованию воды. Into wheat stubble, I seeded a cover crop the day after harvest. В стерню пшеницы я высеваю покровную культуру сразу же после уборки. This tall cover crop was seeded the day after harvest. The short cover crop was seeded only 1 week later. Высокая покровная культура была посеяна сразу же после уборки, а низкая покровная культура на этой же фотографии была посеяна всего лишь через неделю. Without a cover growing there for that week, some soil moisture was lost to evaporation. Пока неделю на этой почве ничего не росло, из-за испарения была потеряна влага. And sunlight energy and carbon dioxide were not growing a plant. И солнечная энергия, углекислого газа не хватало для того, чтобы росло это растение. And again, if you're trying to feed livestock, I'm trying to grow plants. Если вы планируете кормить скот на своих полях, то для этого нужно выращивать культуры. And back to my same field, again, 12 weeks of growth versus 11 weeks of growth. I lost production waiting the 1 week. И видите, здесь теперь получается левее это 12 недель растение растет, и там, где ниже, там 11 недель. То есть уже я потерял урожайность всего лишь из-за того, что подождал 1 неделю с посевом. In 2017, after wheat harvest, I seeded a diverse cover crop on this strip. В 2017 году после уборки пшеницы я посеял смесь покровных культур. This strip had no cover crops, so Mother Nature planted weeds. На полосе справа не было покровной культуры, и там природа решила вырастить мне сорняки.
These are the same weeds we just saw. Это те же самые сорняки, которые мы с вами только что видели. This is the next cover crop. This is a single species. But again, it suppressed the weeds. А это другая покровная культура, но всего лишь один вид. Но даже один вид смог побороть сорняки. This one won't produce much biomass, but it provides excellent weed control. Несмотря на то, что много биомассы я с этой покровной культурой не получу, тем не менее она помогает мне бороться с сорняками. I don't need biomass because I don't have livestock to feed. Мне, например, много биомассы не нужно, потому что мне не нужно кормить скот. I need a small cover crop with a living root to feed the soil. Мне главное, чтобы была маленькая хотя бы покровная культура, главное, чтобы были корни, которые кормят почву. I've done research for about 15 years on cover crops. Я уже порядка 15 лет изучаю выращивание покровных культур. This is a warm season grass cover crop. Здесь злак теплого периода, как покровная культура. And a warm season legume cover crop. И бобовая культура теплого периода, тоже покровная. Compared to no cover crop, and we have replicated strips. По сравнению с отсутствием вообще покровных культур, и мы вот эти полосы повторяли несколько раз. So when the wheat was harvested, now my cover crop is harvesting sunlight and carbon dioxide to feed the soil. После того, как убрали пшеницу, моя покровная культура, получается, потребляет СО2 и направляет его для кормления почвы. Being warm season crops, the frost in winter kills them. I don't have to spray them. Поскольку это культуры теплого периода, они зимой погибают, и мне совершенно не нужно их никак обрабатывать. I now have extra carbon biomass, I have extra nitrogen. И получается у меня и дополнительный углерод поступает в систему, и дополнительный азот. Which cover crop do you grow? Какую покровную культуру вы выращиваете? I can buy nitrogen, I cannot buy carbon. I like carbon cover crops. Ну, в принципе, можно купить и азот, в принципе, можно купить и углерод, но я предпочитаю их получать из культур. Remember, this is wheat stubble. Помните, я говорил вам, что это стерня пшеницы. The next spring, where there was no cover crop, we have volunteer wheat. Where I had the carbon cover crop, there's no volunteer wheat. Там, где покровной культуры не было, там у нас выросла падалица пшеницы, а там, где у нас была углеродная покровная культура, там у нас проблем с падалицей не было. So the cover crop saved me a herbicide application by preventing volunteer wheat. Таким образом, благодаря покровной культуре я сэкономил на обработке гербицидной, потому что сама покровная культура подавила все сорняки. We planted corn into this. В это поле мы посеяли кукурузу. Again, the carbon cover crop, I had no weeds. Там, где у меня была углеродная покровная культура, там у меня не было сорняков. Where there was no cover crop, there are weeds. А там, где покровной культуры не было, там выросли сорняки. So now I had to do a post-emerge application where I had no cover crop. Поэтому тот участок, где не было покровной культуры, мне пришлось обрабатывать послевсходовыми гербицидами. Near harvest time, where I had the cover crop, no weeds. Практически время уборки, там, где была покровная культура, сорняков все еще нет. The non-cover crop side had weeds, even though it had 2 herbicide applications. А та сторона, где не было покровной культуры, сорняки есть, несмотря на то, что дважды обрабатывали гербицидом. So I look at weed control, I also look at temperature management. Помимо управления сорняками, я еще управляю температурой. This is back to my tillage plots where I have no-till grain sorghum versus tilled grain sorghum. Возвращаемся к моим экспериментальным участкам, где выращивалась сорго с обработкой и без обработки. The residue kept the sunlight off the soil surface and kept the moisture there, so the soil was cooler. Растительные остатки не пропускали много солнечного света, не давали испаряться влаги. Следовательно, с той стороны, где были растительные остатки, почва была прохладнее. 5 days of hot weather, 38 degrees Celsius in June, made the grain sorghum go dormant.
5 дней температуры 38 градусов Цельсия в июне. При таких условиях сорга как бы впадает в спячку. When it rained, it started to grow. Но когда идет дождь, она возобновляет рост. But the no-till out-yielded the till by more than 2.2 tons per hectare more. Но на участке no-till все равно на 2,2 тонны урожайность была выше. If we think about soil temperature and soil biology, it becomes important. Важно думать не только о самой температуре, но и о биологии почвы. Here is in the first day of spring, June 21, 2017. Это 21 июня 2017 года. The sun was directly overhead at lunchtime. That's why there's no shadow. Солнце прямо в зените, поэтому никаких теней здесь нет. The thermometer on the side of the barn is in the shade. My infrared thermometer, it says it's 30 degrees C in the shade. В тени инфракрасный термометр показывал 30 градусов Цельсия. Take that thermometer and shoot. Growing crop is actually cooler because the crop gives off moisture to cool itself. Я направил этот термометр потом на растущую культуру, там было прохладнее, потому что она испаряет влагу, чтобы охладить себя. The bare soil next to the crop has had the sun shining on it. Непокрытая почва, собственно, то место, куда бьет солнце. The bare soil much hotter. Там на непокрытой почве температура намного выше. Now I like to eat. Я вот люблю покушать. Take a steak, put it on the grill at 56 degrees centigrade, 5 minutes, it's safe to eat. You kill all the bacteria. Если взять, например, кусок мяса, вот стейк, и положить на решетку гриля при температуре хотя бы 56 градусов, 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны, то все, что могло жить в этом мясе, погибает. Уже будет безопасно его есть. But imagine the bacteria in the soil, not 5 minutes, maybe 5 hours. А теперь представьте, что такая температура действует на бактерии не 5 минут, а может быть и 5 часов. Or through the entire summer, maybe 5 weeks. А может быть даже и все лето, может быть это 5 недель. By leaving residue, the top of the residue was hot, yes. Если мы оставляем растительные остатки, вот мы измеряли, то сверху, да, сверху было жарко. But pull away the residue. Но если их сдвинуть, underneath the residue, because the sun was not hitting the soil surface, much cooler. Под остатками, поскольку солнце не било в саму почву, было намного холоднее. The soil biology stays alive and works for you. Таким образом, при такой температуре биота продолжает работать на вас. I had the opportunity to visit South Australia. Я ездил в Южную Австралию. There are a lot of producers there. They say they are no-tillers, but they use a shank or a hole opener on their no-till. Очень многие там производители говорят, что они, очень много фермеры, они говорят, что используют no-till, но при этом используют анкерные сошники. Remember, I said no-till is only the first step. We need the residue. We need everything else in the system. Помните, я говорил, что no-till это только первый шаг. Нам нужны и растительные остатки, и все остальное, о чем я говорил. He had canola wheat rotation with that shank opener. У этого фермера, используя анкерный сошник, у него был севооборот рапс-пшеница. Far too much tillage, kill the soil bacteria, soil life, evaporation of water. Очень сильная была обработка, поубивал он, получается, всю биоту, и вот так вот выглядела почва. His neighbor used a single disc opener. Его сосед пользовался сеялкой с однодисковым сошником. The same wheat canola rotation, look how much residue he has because he doesn't do tillage. Точно тот же севооборот, рапс, пшеница, но обратите внимание, сколько у него растительных остатков. That's why we like disc openers. Именно поэтому я выступаю за дисковые сошники. Tomorrow in my presentation I'll talk much more about seeders. Завтра у меня будет еще одна презентация, и завтра мы будем с вами подробно рассматривать рабочие органы сеялок. Here we have two different residues.
Здесь на этой фотографии два разных типа остатков. The short one came from this producer. Тот, который покороче, это вот этот вот производитель. He also used a shank opener. Does too much tilling. Он тоже использует узкий анкер, и, как по мне, это слишком сильная механическая обработка. He also harvested the residue, taking away the carbon. Он также и забирает растительные остатки, следовательно, забирает углерод. He also grazed sheep. I don't know what they were eating, but they were out there. Он также выпасает на своих полях овец. Не знаю, что им там осталось покушать, но тем не менее, когда я был в Австралии, они паслись. And his soil looked dead because it had no protection. И почва выглядела мертвой, потому что никакой защиты ей обеспечено не было. And again, he's been no-tilling 15 years. No-till is not enough. We need the residue. И он заявляет, что уже 15 лет занимается ноутил. Тем не менее, как видите, одного ноутил недостаточно, нужны еще остатки. His neighbor had stripper head harvest wheat stubble. У его соседа он использовал для уборки пшеницы очесывающую жатку. And again, in close-up, the neighbor had soil biology cycling the roots. И при увеличении, обратите внимание, биота съела корни его растений. Without residue, he's no-till, but there's still no soil biology. The roots are not decomposing. А вот там, где не было растительных остатков, там биота не работала, и, следовательно, у этих остатков корни не переработались. You want the soil biology to decay the roots and the residue to provide nutrients for your next crop. Нужно, чтобы почвенная биота перерабатывала и корни, и остатки растений для того, чтобы в следующей культуре было питание. And again, Edward will talk about nutrient management as well. Эдуард Романьков будет говорить о питании растений тоже. In South Australia, in an area of only about 250 millimeters of rainfall, в Южной Австралии, там, где осадков выпадает около 150 миллиметров, they said it was too dry to grow a cover crop. мне говорили, что это очень сухо для того, чтобы выращивать покровную культуру. I simply drug my foot. Я вот взял и пяткой провел. Where there was cover crop, there's actually more moisture than where there was not a cover crop. Там, где росла покровная культура, там фактически влаги было больше, чем там, где она не росла. It's because the cover crop kept the sun and wind off the soil surface so the soil did not dry out. Именно потому, что покровная культура защищала почву от ветра и не давала влаге испаряться, поэтому почва не пересыхала. This is a producer that did a cover crop into wheat stubble. Этот производитель посеял покровную культуру в стерню пшеницы. I didn't think there was very much there. He was very excited. Ну, как мне казалось, что особо так ничего не посеяно, но он был очень счастлив. He said that little bit of a cover crop doubles his wheat yield for his next crop. Даже вот при таком количестве покровной культуры он говорил, что его урожайность следующей культуры может увеличиться в 2 раза. That's when I started to understand soil biology much more. И именно в этот момент я начал больше понимать, как работает почвенная биота. Well, that cover crop didn't have much of a root. It did have a living root to feed the soil biology. Несмотря на то, что эта культура такая маленькая, тем не менее она обеспечивала живые корни, которые кормили мою биоту. Where he did have a cover crop, there was no living root to feed the soil biology, and the soil moisture was lost to evaporation. Там, где покровной культуры не было, там почва быстрее пересыхала, потому что влага терялась в результате испарения. So in a 250 millimeter rainfall area, his cover crop doubled his wheat yield because of better soil biology. То есть при наличии 250 уже миллиметров осадки он мог увеличить в 2 раза урожайность только благодаря наличию покровной культуры. I have much more rainfall after wheat. My cover crop grows a little more. У меня осадков выпадает больше, поэтому после пшеницы моя покровная культура вырастает лучше. But notice I have flowers in my cover crop to attract beneficial insects. Обратите внимание, у меня есть и цветущие вот цветочки в покровной культуре для того, чтобы привлекать полезных насекомых.
Again, just like soil biology, our biology above ground needs something to live on. Помимо почвенной биологии, мы должны кормить тех, кто живет над поверхностью земли. Originally, we used cover crops in the United States to reduce erosion. Изначально в США покровные культуры начали использоваться для снижения уровня эрозии. The cover greatly reduced the erosion on this hillside from a heavy rainstorm event. Вот благодаря выращиванию покровной культуры на этом холме намного меньше была эрозия после дождя. Well, we are understanding more about the cover crop feeding the soil. Мы начинаем больше понимать о том, как покровная культура кормит почву. This was a low-lying area that was too wet to plant in the spring. Значит, это низина, и весной она на этом участке была очень влажной, и фермер не мог ничего посеять. He waited until it was dry enough to actually planted a cover crop in August, simply to have a root to feed the soil. Ему пришлось ждать вплоть до 19 августа, пока все просохнет, и он посеял покровную культуру, просто для того, чтобы в системе были живые корни. We used to think we had to let the soil rest and not grow anything. Раньше думали, что почве нужно дать возможность отдохнуть, поэтому мы ничего не выращивали в этот период. If we're not growing something, we're not feeding the soil biology. Но если мы ничего не выращиваем, то мы, получается, не кормим почвенную биоту. In 2011, we had massive rains across central United States. В 2011 году очень сильные, обильные были осадки в центре США. Our Missouri River, which flows from Montana to Missouri, flooded the river bottoms for 4 months. Река Миссури, которая течет из штата Монтана до штата Миссури, переполнилась и, получается, вышла из берегов, и вода стояла в некоторых местах 4 месяца. The soil was saturated, so it had no air, it had no living roots to feed the soil biology. Почва настолько насытилась, что не было в ней живых корней, то есть нечем было кормить почвенную биоту. This is some of our most productive soil. It was not pretty having that much water in the soil. И даже на самых продуктивных почвах ситуация не самая лучшая. But when you think about the soil life, it killed the soil life too. Ну, конечно, если подумать о жизни в почве, то столько воды убивает биоту. I worked with the producer the next year, 2012. He planted corn. И я приезжал к фермеру, он в следующем году, получается, в 2012-м сеял кукурузу. Where he had no cover crop there, this soil was dead. He only had 13.3 ton per hectare corn. Там, где не было покровной культуры, почва была мертвой, она дала всего лишь 13,3 тонны на гектар. However, in strips in the field, he went out and planted oats as a cover crop 6 weeks before planting the corn. Can you say it again? 6 weeks before planting the corn, he planted oats as a cover crop. За 6 недель до посева кукурузы он посеял овес. So for 6 weeks, that mycorrhiza-friendly oats started feeding the soil biology and woke up the soil. 6 недель всего лишь этот овес, который очень дружественный к микоризе, кормил почву. And his yield went up by almost 2 tons per hectare just because he started feeding the soil biology. И урожайность, получается, кукурузы увеличилась практически на 2 тонны с гектара. He also used oats with a legume mix, peas, trying to wake up the soil. Для того, чтобы разбудить почву, он использовал в смеси овес и горох. It still woke up the soil, but it probably did not pay for the peas. Ну, почву он разбудил, но, наверное, не окупил горох. But the key is this was a soil that had been saturated and dead for a year. Just waking it up for 6 weeks gave him 2 times more corn. Но тут главное, нужно обратить внимание на то, что целый год почва была мертва, а потом всего лишь за 6 недель он ее разбудил и получил урожайность кукурузы на 2 тонны больше. So we need to think about having the living root in the soil. Мы должны думать о том, чтобы в почве были живые корни. We're taking the energy from the sun and the carbon dioxide from the air. Мы берем энергию солнца, мы берем из воздуха CO2.
to put energy and carbon into the soil to feed the soil biology. И все это мы привносим в почву для того, чтобы прокормить почвенную биоту. This is one of our fields that originally only had about 12 centimeters of topsoil. Это одна из наших почв, верхний слой был на ней всего лишь 12 сантиметров. With no-till, wheat, and cover crops, more roots into the soil. No-till, wheat, cover crops, we have more roots in the soil. Благодаря ноутил, благодаря пшенице и покровным культурам у нас в почве было больше корней. We're putting more carbon and energy in the soil. We are building our soil. Мы больше привносим углерода, больше энергии, то есть мы как бы строим нашу почву. Remember, it's a system: residue, living root, diversity. Помните, это система: растительные остатки, живые корни и разнообразие. If you use the internet, our University of Nebraska has a site called CropWatch. Зайдя в интернет, у нашего университета штата Небраска есть сайт, CropWatch называется. Well, it contains recommendations from Nebraska. It does contain general principles that apply almost anywhere. И на этом сайте не только для Небраски есть рекомендации, но и есть общие принципы, которые можно применить практически в любом уголке мира. More important in this photograph is to continue your learning. Тут самое главное это на фотографии, чтобы вы увидели, что люди учатся, и вы не должны прекращать учиться. Attend field days. Look at the crop. More important, look at the soil. Это день поля. Обратите внимание на культуру, и самое важное, посмотрите на почву. Thank you very much. Большое спасибо. Questions? I believe we have. У нас есть время на вопрос? What time is the lunch? Поверьте. We have 5 minutes for questions. 5 минут. Thank you very much for the presentation. It was very comprehensive and with a lot of data. So my question will be about this soil density. So you didn't mention about soil density in your presentation. What about soil density under the no-till system? Thank you. Вопрос о плотности почвы. Вопрос о плотности почвы в технологии no-till. I quit measuring soil density after the first 5 years. No-till is always less dense once you're in a continuous no-till system. Спустя 5 лет применения no-till я перестал измерять плотность почвы, потому что при no-till плотность всегда будет ниже. If you measure it the second year, yes, it will be denser because tillage did not fluff it. Если вы замеряете, например, плотность на второй год использования no-till, то да, она будет выше.